Мария Певчих, начальница отдела расследований ФБК, которая требовала, чтобы ее записали по-другому, подписали, но мы не будем говорить как, оставим это секретом. Спрашивайте в платных вопросах. Да. Мария, вопрос на самом деле касается яхты Путина, которая стоит в Италии, как все мы знаем. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит с яхтой, где она именно, она уже вроде бы как на воде, а не в сухом доке, и какие у нас есть риски, что она может уплыть оттуда, и что итальянские власти ничего не сделают, чтобы арестовать ее? С яхтой Шахерезада у нас ситуация тревожная. Во вторник я открыла Твиттер и увидела очень неприятную заметку от Нью-Йорк Таймс. В смысле, заметка хорошая, а тема неприятная. Выяснилось, что с момента того, как, собственно говоря, об этой яхте начали говорить, то с начала войны, а потом сначала ее в начале войны начали о ней писать, с загадками, потом прояснили ситуацию в своем расследовании в 20-х числах марта, которое мы выпустили про ФСО, которое работает на этой яхте, доказали окончательно, что это яхта Путина. И, казалось бы, прошло достаточно времени, а расследование итальянское никуда не двинулось. И этого времени, пока расследование идет, если оно идет, если мы верим, что итальянцы его ведут, хватило для того, чтобы закончить ремонтные работы, которые проводились на Шахерезаде, поэтому она была в сухом доке, и спустить ее на воду. И насколько объяснили корреспондентам Нью-Йорк Таймс, сейчас, в принципе, при большом желании Шахерезаду от того, чтобы взять просто и уйти из порта и поехать куда-нибудь в сторону Турции или Мальдив, или где там все олигархи и чиновники сейчас прячут свои яхты, сейчас ничего нашу замечательную Шахерезаду от этого не останавливает. То есть несколько дней каких-то там проверок, тестов и всего, что требуется для того, чтобы начать такое путешествие. Я прочитала эту статью в Нью-Йорк Таймс и начала бить во все колокола, начала бить тревогу, написала огромный твиттер-тред про это, навела шороху в Твиттере и призвала всех и журналистов, и политиков европейских, всех остальных просто бросить все и сделать так, чтобы Шахерезаду ни за что сейчас из-за европейской юрисдикции не выпустили. Это очень просто сделать, но этого не происходит. А почему итальянцы не расследуют Шахерезаду как нужно? Это уже большой замечательный вопрос. Собственно, я как раз этот вопрос и хотела задать. Я вообще хотела спросить, чем они объясняют, объясни, пожалуйста, нашим зрителям, чем объясняют итальянские власти то, что они не арестовывают эту яхту, что вообще там происходит у них? Я бы хотела, Кира, тебе ответить, чем они это объясняют, но они это не объясняют ничем. Все комментарии, которые финансовая полиция Италии дает журналистам, они все даны на условиях анонимности. Они все, если почитать эти заметки, была и в Financial Times, и в New York Times было несколько. Там везде написано: наш источник из финансовой полиции Италии сказал то-то, то-то. То есть они не комментируют нормально СМИ. В заметке Financial Times, комментарий, который дал их анонимный источник внутри полиции, сказано, что итальянская полиция связалась с нами, с ФБК, что является абсолютно неправдой. Мы проверили все почтовые ящики, общие, не общие, все директы твиттеров, инстаграмов, все способы с нами связаться, никто с нами не связывался. А еще и сегодня я пыталась просто названивать в эту полицию, в ее представительство в разных странах и попыталась получить какой-то комментарий. Мне удалось с ними поговорить. Мне сказали, что если я пишу свою проблему в имейле, они меня отправят в нужное место. При том, что они прекрасно понимают, то есть я развернуто представилась, они прекрасно понимали, кто я, и о чем речь, и что за Шахерезада, и что за Навальный, и все они прекрасно поняли достаточно быстро. Я им написала длиннющий имейл, и все еще ничего. Я буду сейчас осторожной и не буду предполагать, что каким-то там образом итальянскую полицию умаслили, что-то им там предложили и так далее, но пахнет это все дурно. И понимая, что не только исторические отношения России и Италии такие достаточно приятельские, и то, что там, возможно, есть какие-то ниточки, за которые можно потянуть, но еще и у Путина есть абсолютно своя армия юристов, европейских юристов и лоббистов, которые, я думаю, что могли оббежать все нужные кабинеты и в Италии, и во всех полициях и спецслужбах, и какой-нибудь там Европол, и, я не знаю, какие-нибудь еще другие органы, которые могут этим заниматься, и сказали, мол, посмотрите, эта яхта совсем не Путина, а это яхта какого-нибудь олигарха Худайнатова. Это самая
самая распространенная версия сейчас, что яхта принадлежит Эдуарду Худайнатову, в которую верить абсолютно не нужно. Но они с ней бегают и говорят: посмотрите, это яхта Худайнатова, а Худайнатов не под санкциями, поэтому яхту нужно отпустить. Мария, скажи, пожалуйста, а для чего все эти сложные схемы? Ведь мы читали в итальянской прессе, что итальянская полиция на связи с ФБК и, значит, всячески активно взаимодействует и получает все необходимые материалы. Неужели этот канал связи недостаточен? Ну вот я тогда, этого канала связи не существует, и это сильно осложняет нашу связь. Я сама вот начала им названивать и написывать теперь очень настойчиво, и планирую продолжать это делать всю следующую неделю, пока они на меня ответят. 23 марта, соответственно, больше месяца назад, мы послали им официальный запрос от Фонда борьбы с коррупцией. У меня есть его копия, оно ушло в эту финансовую гвардию Италии, и, соответственно, вышло уже и месяц, и больше прошло, и никакого ответа мы не получили. Я не понимаю, что тут еще доказывать, если честно. Я абсолютно уверена, что сейчас мы находимся в той развилке, в той точке, когда либо есть политическое желание эту яхту арестовывать, или хотя бы замораживать, не давать ей уйти, либо этого желания нету. И инструментарий весь абсолютно у них на руках, у итальянской полиции, у европейских любых органов есть доступы ко всем банковским проводкам на территории Европейского Союза, ко всем документам. Они могут прийти и запросить информацию у управляющей компании этой яхты. Они могут опросить капитана этой яхты или экипаж, не российский, не русский экипаж этой яхты, которая тоже есть. Или хотя бы узнать, я не знаю, кто оплачивает интернет на этой яхте и какие-то еще сервисы, которые требуются для навигации там, по подписке, условно. Кто вот платит за это? Все это итальянцы делать могут, но они не делают. Это, к сожалению, сейчас похоже на то, что недостаточно политической воли, что вот происходит что-то такое, что происходило с Алиной Кабаевой, когда, возможно, итальянцы не хотят вводить санкции, не хотят забирать Шахерезаду. Сейчас я про яхту, а не про Алину Кабаеву. Потому что не хотят расстраивать Путина слишком сильно. Скажи, пожалуйста, как раз хотелось вот перейти к вот этой параллели с Алиной Кабаевой. То есть, очевидно, есть какой-то там, не знаю, то ли страх, то ли что-то, потому что в отношении многих других лиц как-то санкции вводятся, яхты отбираются. Вот сегодня свежая была история про то, что еще одну яхту у кого-то забрали, мы уже там сбились со счета. У Керимова, да. Насколько нам вот подсказывают, вот она как раз, вот смотрите, какая симпатичная яхта, которую никогда не увидит ее владелец. Хотя не знаю, насколько она симпатичная, в яхтах не разбираюсь, вообще считаю это странным занятием. Но каждому свое, если вы честно на нее заработали, никаких проблем с этим не вижу. Ну так вот, скажи, пожалуйста, вот действительно ли, на твой взгляд, вот эти вещи для Путина так дороги? Объясню свой вопрос. Дело в том, что Алина? нам очень... Нет, я про яхту скорее, да, но яхта для него ассоциируется с Алиной, очевидно, не зря же она так названа, но тем не менее, потому что нам про Путина рассказывают, помимо того, что, значит, бессеребренник, аскет, значит, ему вот не нужно ни богатства, одна рубашка ни на год и один галстук. Одна рубашка на все встречи, в основном потому, что это, правда, консервы, но не суть. Значит, что он вот как-то не очень любит вот эти мирские богатства, и дворец нам объясняли, что не его, потому что не в его стиле, он там в землянке предпочитает жить или еще под какой-нибудь... И по лесу гулять его корягой, Шойгу, да. Вот, скажи, пожалуйста, вот те вещи, которые вы знаете о Владимире Путине, подтверждают ли тот образ какого-то аскета Бессеребренникова, значит, который хочет как можно скорее, не знаю чего, там, захватить мир или что-то, но которому абсолютно наплевать на собственные блага? Или у вас ФБК, в этой расследовании ФБК, или у вас, Марии Певчих, сформировалось иное представление о Владимире Путине? Несколько иное представление у меня, Майкл, сформировалось, и если я знаю что-то о Владимире Путине, не изучая его очень подробно 11 лет и прочитав неадекватное количество его биографий, наверное, авторства всех, кто когда-либо писал хоть строчку о Путине, могу сказать, что человека более жадного до денег, наверное, не существует. И это и менталитет у него такой, знаете, человека, который очень долго ждал и, наконец-то, дорвался. И это прослеживается не только за последние 20 лет его президентства, это прослеживается с самого-самого начала, когда еще с дрезденских времен, когда он использовал свое положение мелкого клерка на службе КГБ в Дрездене, в резидентуре,
Он пытался выжать из этой командировки максимум и даже увез домой стиральную машину старую немецкую, которую... О, так это старая путинская традиция, получается, со стиральными машинами. Точно, да, кстати, возможно, действительно, это параллель, это очень интересная параллель, да, и Путин это делал еще задолго, приводил из заграничных командировок бытовую технику. Вот, Путин привез стиральную машину, он об этом рассказал сам в своей биографии, которая называется «От первого лица», единственной биографии, которая авторизована самим Путиным. С момента его возвращения из Восточной Германии это его тяга к деньгам, она только эскалировала, потому что все больше и больше ресурсов у него появлялось по мере продвижения его по карьерной лестнице. Дальше начинается Ленинградский университет, дальше начинается сразу мэрия Санкт-Петербурга, а дальше Советский Союз разваливается, и вот он на обломках империи, так дорогой ему, как бы в режиме «хватай все, что видишь». И с самого-самого начала, все, что мы смотрим, мы видим его в 90-е, он ездит всегда в очень специфичные места. На Лазурное побережье он очень любил тогда ездить. Тогда, когда Лазурное побережье было недоступно практически никому в России, да, там, или на Атлантическое побережье во Франции, в Биарриц. Он всегда очень любил роскошь. Просто всегда был некий потолок роскоши, который он мог себе позволить. Если в 99 году, перед назначением своим премьер-министром, он мог себе позволить, ну, там, условно, выслать свою семью на 6 или 8 недель в какую-то очень приличную гостиницу в Ниццу, что очень дорого. Помните, это время мало кто мог себе это позволить. То сейчас он может себе позволить просто все. И мы видели достаточно помещений и мест, которые ассоциированы, связаны с Владимиром Путиным, будь то дворец Просковеевки, 500 фотографий которого мы опубликовали в этом году, или другие какие-то места. Мы видели квартиру его любовницы Светланы Кривоногих, которую недавно опубликовал, я сейчас боюсь ошибиться, кто это сделал, то ли проект, наверное, мне кажется, где в санкт-петербургских классических интерьерах вписаны какие-то абсолютно безумные футуристические позолоченные фигуры. И мы видели в его и винодельни, и резиденции, и спа-комплексы, которые он себе абсолютно официально строит на государственные деньги, допустим, на Валдае. Абсолютно четко прослеживается в человеке его главный приоритет по жизни. Единственное, что его интересует так сильно, что не меняется с годами, это то, что ему просто очень нравятся деньги и роскошь. Кричащая, пошлая роскошь, где роскошь приравнивается к золоту, блеску, дорогим мрамору и каким-то там вот классическому, я не знаю, там красному дереву. Вот что он узнал когда-то в 80-х, что он увидел, то он и тащит себе в дом. И оттуда же все вот эти кресла и мебель Просковеевки в стиле Людовика XIV. Он это видел, я не знаю где, вот в Эрмитаже или где-то еще видел. Там ему сказали, что в дворцах должно быть так. Вот и он хочет только так и не хуже. Спасибо большое, весьма исчерпывающе о том, как Владимир Путин и к чему относится, и мы надеемся, что тогда ему действительно обломают, что называется, малину, и, значит, эту яхту хотя бы арестуют. Тут у нас есть, знаешь, платный вопрос, кстати говоря. Платное предложение, я бы сказала. Платное предложение, да, не то чтобы ты имеешь к нему какое-то отношение, но ты можешь как-то с него среагировать. Аля Конорова или Конорова за 5 канадских долларов спрашивает, а может просто поджечь эту яхту, и тогда она уж точно никуда не уйдет. Речь идет про яхту Путина. Яхту поджигать хочется, но не надо. Потому что яхта очень дорогая, и по самым скромным оценкам она стоит в районе 700 миллионов долларов, а это скорее всего еще значит, что это без начинки. Да, то есть, судя по интерьерам, которые были опубликованы, и по этим золотым держателям для туалетной бумаги, и по этим мраморным полам, и, конечно же, по аквадискотеке, точнее, бассейну, который можно с помощью нажатия какого-то кнопки и запуска механизма превратить в танцпол. Судя по всему, там еще внутри все очень дорого, и, возможно, и стоимость этой яхты приближается к миллиарду. Это можно продать и пустить эти деньги на более хорошие цели, а если просто сжечь, то понятно, что ничего, кроме морального, большого, но морального удовольствия, никто не получит. Поэтому я рекомендую яхту не сжигать, я рекомендую ее пустить на благое дело.
Хороший утилитарный подход. Возможно, Илон Маск ее хочет себе купить и сделать из нее музей коррупции. Или ракету и улететь отсюда далеко. Но, тем не менее, спасибо большое, Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК.